Никогда не задумывались, почему, когда мы подходим к уровню выше среднего или от среднего уровня, и очень трудно увеличить свой словарный запас или вообще общее знание языка с уровня, скажем, например, B1 до C1 или C2. Привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы с вами поговорим про трудности в изучении языка, особенно когда нужно перешагнуть плато и перейти на более высокий уровень английского языка. И также мы поговорим с вами про словарный запас. Напоминаю, что у меня есть Telegram и Instagram Kirill's_English. Если вы читаете меня в моем Telegram-канале, я как-то говорил про словарный запас. О том, что если вы начинающий студент или пытаетесь выучить язык, неважно, английский или японский или китайский, прежде всего нужно бросить силы на high frequency words. Это слова, которые мы слышим постоянно, слышим и видим. То есть, если вы читаете словари, вернее, справляетесь в словарях типа Cambridge или Longman, одних из самых моих любимых словарей для изучающих именно английский язык, там вы можете видеть пометку не только к какому уровню относится это слово, но в Longman еще также пишут и есть такие кругляшки-точки, по которым вы можете определить, относится ли это слово к первой 1000 важных слов, ко второй или к третьей. То есть, если первая 1000 это high frequency words, а по их системе они считают, есть medium frequency и есть low frequency. То есть, это слова, которые, может быть, не нужно запоминать, но можно просто узнавать на уровне узнавания в пассивный словарь, чтобы они переходили. Также вы знаете из моего блога, что изучение английского языка это очень сложный процесс, эклектический, то есть, когда вы к нему подходите, вам нужно использовать все возможные ресурсы, которые нам известны еще с прошлого века, которые себя зарекомендовали и работают в изучении языка. В частности, наука лингвистика или прикладная лингвистика, applied linguistics, говорит нам о том, что чтение в изучении любого языка – это очень важное упражнение. То есть, когда мы читаем, мы улучшаем свой язык. Не верите? Ну и, как говорится, ваши проблемы. Сейчас я быстро пробегусь по основным пунктам, насколько положительно, каким образом чтение влияет на наше знание языка. Прежде всего, вы знаете, что нужно иметь словарный запас, довольно-таки богатый, чтобы свободно общаться. Спонтанная речь. Все мы смотрим YouTube в надежде узнать какой-то magic bullet, средство, как нам можно заговорить по-английски, если и при этом ничего не делать. Мы не хотим что-то делать, мы хотим просто уснуть и проснуться со знанием языка. Словарный запас – это очень-очень трудно его набрать, особенно если вы не практикуете язык в устной речи. Но чтение нам в этом помогает. Если вы не читаете, то вы можете с горем пополам набрать вот эту первую 1000-2000 слов, которые покрывают, кстати, 80% слов, которые вы увидите в письменном каком-то тексте, но будет оставаться не закрытый, так сказать, гештальт, у вас будет большой процент слов, которые вам будут неизвестны. И читать мало чего вы сможете, потому что постоянно будет приходиться вам смотреть в словарь, и это все сбивает мотивацию, вы не захотите этим заниматься, в итоге вы отложите это все в дальний ящик, и английский язык так и не освоите. Поэтому чтение помогает нам запомнить слова, которые за пределами вот этой 2000-3000, то есть без чтения еще кое-как можно освоить 3000 слов. Дальше слова идут редкие. Ну, если они редкие, вы их в разговорном языке, в разговорном английском, например, не будете использовать. Как вы их запомните? Один раз вы их увидите, ваш мозг не как мозг ребенка, он это впитать с одного раза не может. Там минимум надо 7 раз услышать, пощупать, погрызть, чтобы они перешли в долговременную память. Второй важный пункт. При чтении ваш мозг начинает узнавать паттерны, как лексические, collocations, так называемые, так и грамматические. При этом, чем больше вы читаете, ваш мозг начинает предвосхищать эту информацию. То есть даже если у вас будут какие-то слова, 1-2 слова, которые вам неизвестны, так как вам знаком паттерн, мозг может по тому, какие слова окружают, догадаться более или менее о смысле слова или понять общий какой-то контекст. То есть таким образом развивается так называемая чуйка языка. В следующий раз, когда вы будете писать, может быть, что-то говорить, вам будет казаться, вы будете как бы сами себя мониторить, и вы будете знать, что, может быть, здесь как-то неестественно звучит эта фраза, ее нужно как-то переделать. Без чтения вот такой вот чуйки добиться очень сложно. Соответственно, третий пункт, у вас улучшается письмо, письменный язык и речь. Пишем мы в 21 веке, в век развитых социальных сетей, очень много постоянно. Я сейчас говорю о тех, кто пишет, а не полагается на
в искусственный интеллект или языковые модели типа чата GPT или Gemini, которые пишут все за вас. Следующий пункт. Когда вы читаете, у вас улучшается понимание. То есть вы в момент чтения в режиме live, так сказать, понимаете, о чем вы читаете. То есть большинство начинающих студентов, им нужно прочитать, им нужно потом медленно вернуться, чего они прочитали, перевести. Чем больше вы читаете, вы научаетесь переводить тут же, сразу же, по ходу чтения. Так как мы любим смотреть фильмы и сериалы, когда мы читаем субтитры, этот навык переносится и на субтитры. То есть вы попробуйте поставить себе субтитры, вы когда их читаете, вы понимаете все тут же сразу же, даже одним глазом можно не смотреть субтитры, а смотреть, например, в какой-нибудь телефон. Понимаете ли вы написано, или вам нужно пристально смотреть, еще и останавливать, где-то додуматься, чего там написали. Вот об этом навыке я как раз и говорю. То есть не только в книжке, вы можете перенести его на чтение субтитров в современном мире. Также этот навык понимания слов при чтении в режиме live переходит в аудирование. То есть когда мы слышим и тут же понимаем, то есть нам не нужно там 1-2 доли какие-то секунды, чтобы понять, что нам сказал собеседник. Вот это основные пункты, которые улучшаются через чтение. То есть если вы, например, учитель или занимаетесь в какой-то языковой школе или берете курсы, желательно, чтобы вы помимо всех проделанных упражнений также читали. Если вы начальный у вас уровень, существует Graded Readers, про них у меня очень было много видео, про них я всегда писал. Graded Readers — это замечательный ресурс. Они, может быть, не всегда очень интересные, но тем не менее там собраны те слова, которые вам нужно в первую очередь освоить. Первая 1000, вторая 1000. У Кембриджа, в частности, есть серия, так называемый книжный червь, Bookworms. И 6-й уровень, последний, он, получается, охватывает уровень C1. То есть до C2, конечно, не дойдет. C1, то есть там, получается, у вас будет около 3, по-моему, или 4000 word families. Я сейчас объясню, что такое word family от слова word — слово, и family — семья. Ни для кого не секрет, чтобы говорить грамотно на английском языке и вообще как-то говорить, у нас должен быть хороший словарный запас. А если грамотно писать, то этот словарный запас должен быть еще выше. А если вы хотите читать новости, читать книги и наслаждаться при этом, не заглядывая через каждое слово в словарь, у вас словарный запас должен быть очень хороший. Paul Nation — это лингвист, прикладной лингвист из Новой Зеландии, и все его труды, я имею в виду педагоги, кто читает research, мы опираемся в основном на его труды в плане изучения вокабуляра. Так вот, по его оценке, 2006 год, одна из его известных работ, по его оценке, в среднем человек, который изучает какой-то иностранный язык, в частности в английском языке, нужно знать около 8-9 тысяч word families, так называемых семей. То есть, что такое word family? То есть, это не одно слово, например, help, помощь. Мы все формы этого слова можем включить в одну языковую семью. То есть, help, helpful, helpless, helping, грамматические изменения, helped. То есть, все вот эти формы, это считается как одно слово. Вот таких вот семей у вас должно быть от 8 до 9 тысяч. Если у вас такое знание языка имеется, если вы столько слов знаете, то, согласно Paul Nations, у вас будет 98 охвата понимания того, что вы будете читать. Письменный текст. Неважно, это субтитры будут, будет ли это какая-то книга. Сюда, важно заметить, не входит какая-то специальная техническая литература, потому что это уже жаргонизмы, это ваш какой-то сленг рабочий и очень редкие слова, которые никогда не встречаются и в общую лексику не входят. Помните, вначале я сказал, что очень трудно нам с вами перейти через плато. Уровень с intermediate до B2, C1, C2. Очень трудно туда перейти, особенно если вы не знаете, что делать. И не все учебники вам в этом помогут, потому что мы прекрасно знаем, что нужно новичку, человеку, который изучает английский язык на начальном уровне, что ему нужно, какие слова, какая грамматика. Это все прекрасно, и вы видите этот результат, когда идете от beginner до intermediate, or higher intermediate, upper intermediate. Но как только мы пришли на этот уровень intermediate, плато возникает, дальше нам кажется, что никакого прогресса нет. Почему это возникает? Первая 1000 high frequency слов покрывает нам 80% всего понимания всех текстов. Самых частых слов. Первая 1000. 80%. Дальше еще мы тысячонку выучили.
Вот эта тыщенка будет покрывать нам всего лишь около 10%, 10-9%. То есть получается, если мы выучим 2000 вот этих языковых, я буду говорить слов, но вы понимаете это как word families. Помните, help, helpful, helpless. То есть если мы выучим 2000 таких семей, получается около 90% мы понимаем того, что читаем. Но тем не менее получается из 10 слов, одно из каждых 10 слов, которые нам будут встречаться, будет нам неизвестно. Согласитесь, это не совсем приятно так читать, потому что постоянно в словаре смотреть, постоянно что-то тыкать, в общем, мотивация может страдать. И так дальше по убыванию. То есть 3000 слов нам принесет еще меньше, там получается около 5%. И вот эта 4000, потом 5, 6, 7, и так до 8-9, и так мы с вами доходим до вот этой магической цифры в 98%. Общепринято в мировой лингвистике и педагогике вот эта цифра 98% это sweet spot. Нам такое знание вокабуляра, такой охват вокабуляра помогает расслабиться и read for pleasure. Именно поэтому вы не видите вот этих всех прироста знаний, когда вы переходите от high intermediate к advanced уровню C1, C2. Поэтому очень трудно мотивировать таких учеников, очень трудно найти какой-то учебный материал, учебники. Учебников много, которые пишут C1, C2, но если вы посмотрите по содержанию этих учебников, посмотрите на корпус, как язык используется, вообще, что значит уровень advanced. Мы себе плохо представляем, мы это прикладные лингвисты и педагоги, которые преподают английский язык, потому что четкого понимания, что именно нужно студенту на этом уровне, у нас нет. Несмотря на все вот эти дескрипторы, которые существуют в CFR-системе, во все эти экзамены, считается, что уровень C1, C2 это все с пометкой rare. Редко грамматика, грамматические паттерны, редкие слова, которые используются, в речи практически не используются, но в литературе могут использоваться. Это, в частности, академический язык. То есть вы можете взять в руки какой-нибудь research paper на разные темы. Биология, физика, квантовая какая-нибудь там физика. Прочитать это более-менее понять. Это нужно специально сидеть в корпусе, копаться, смотреть, какие паттерны существуют, какие слова нам нужны, какие слова все-таки лучше выкинуть, потому что даже среди узкоспециальной лексики бывает частая узкоспециальная лексика, и которая вообще практически не встречается, нам она, как студентам, не нужна. Поэтому, если ваша задача перейти с уровня, например, B2 на C2 или C1, вам без чтения невозможно это осуществить. Вы можете сдавать кучу экзаменов, вы можете ходить на курсы, вам могут давать эти сертификаты и так далее, но вы себя не обманываете. Без чтения словарного запаса, чтобы у вас был хороший словарный запас, для того, чтобы 98% охвата у вас было, вы только сможете достичь через чтение. Другого шортката никакого нет. То есть нужно читать. Читать вы можете не только книги, вы можете читать субтитры при просмотре каких-то передач. При этом у вас должна быть вариация. Не только игровое какое-то кино, может быть документалки, где там расчленки какие-нибудь очень интересные, или программы про животных, National Geographic на YouTube, например. То есть жанры должны варьироваться. Только так вы наберете необходимые 1000 слов от high frequency до low frequency. В грамматике нужно обращать внимание на известные вам грамматические конструкции, но которые имеют функции, которые вы особо, может быть, часто не используете. Это может быть сослагательное наклонение на письме, например, в академическом письме, которое не используется вами в речи, но очень часто используется, например, если вы New York Times читаете или Los Angeles Times. То есть на письме. То есть еще раз, если вы хотите увеличить знания в английском языке, вам нужны слова. Чтобы говорить, нам нужна лексика. Чтобы понимать, много чего написано, нам тоже нужна лексика. Без чтения мы, к сожалению, ее освоить не сможем. Это очень придется вам много чего зубрить. Но изучение языка это не про зубрежку, а про вспоминание. А чем чаще больше вы читаете, тем больше паттернов вы встречаете перед собой постоянно. Они у вас перед глазами мелькают. Так называемая spaced repetition из многочисленных, миллионных исследований. Мы знаем, что spaced repetition работает. Не все хотят с ним работать, потому что это нужно помнить. Какие слова вы выучили, через сколько их повторить, постоянно использовать какие-то напоминалки.
Duolingo пытается вам помочь с этим так называемым методом Spaced Repetition. Ну, опять же, система не идеальная, и выучить язык только лишь полагаясь на какое-то приложение, к сожалению, на данный момент не представляется возможным. Из личного опыта вам скажу, как словарный запас повышался у меня. Это college, это university и это магистратура мои здесь в США. Когда вы идете сюда, неважно, это community college или 4-годичный колледж, вам нужно читать. А читают здесь гораздо больше, чем, например, когда я заканчивал пединститут в России. Смотря какие классы вы берете, любой класс, у вас будет хотя бы одна такая толстая книжонка, которую вас заставят прочитать в одном семестре или триместре. Так вот, представьте, у меня был community college 3 года, потом у меня был обычный, когда я перевелся на 3-й курс, колледж, который 4-годичный. Который bachelor's degree, там было вообще просто непаханное поле, очень много нужно было читать, писать исследовательских работ. Ну и, конечно, моя магистратура, в которой 2 года я отпахал, там читать нужно было просто тьма тьмущая, очень много читать и писать. И именно так словарный запас мой поднялся на тот уровень, на котором он есть. Ну, параллельно я тут еще и преподаю, параллельно я еще кучу всякой ерунды смотрю. То есть у меня мотивация моя есть такая intrinsic, которая внутренняя. Не потому что надо, потому что я так хочу. То есть не думайте, если вы выучили одно какое-то слово, потому что кто-то сказал, что оно с приставкой C2. No. Уровень C1, C2, он складывается не из одного какого-то слова, а это вкупе разные элементы образуют. И подняться на этот уровень, преодолеть плато intermediate уровня вам поможет только чтение, ну и чтение вместе с аудированием. Понятное дело, там нужно делать комплекс упражнений, но чтение должно быть обязательно. Причем чтение ради удовольствия, где вы просто открываете книжку и читаете, пытаясь понять сюжет, потому что вам интересно, желательно читать то, что вам интересно. Вы ничего не выписываете, никакие слова, сидите, читаете и наслаждаетесь книжкой. Reading for pleasure. Ну или еще это в лингвистике называется, как в педагогике, extensive reading. На сегодня это все. Меня зовут Кирилл. Всем отличных выходных. Пока.